Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 1 июня, выпуск экстренный. Все события, которые мы с вами обсуждаем, так или иначе связаны с войной, поэтому и выпуски в последнее время экстренные. Война идет уже 3 месяца. На фронте за последние несколько дней практически ничего не изменилось. Идут бои в городе Северодонецк. Мы это с вами обсуждали еще во время нашего совместного выпуска с Сергеем Жирновым по итогам недели. И на сегодняшний день, сегодня в среду, 1 июня, в Северодонецке идут бои. Уличные бои – это самая тяжелая фаза войны. И я не думаю, что будет какой-то успех у той или другой стороны в ближайшем обозримом будущем, я имею в виду день-два, хотя все может быть. Но еще раз повторяю, городские бои – это самая неприятная часть войны, если так можно сказать. Война вообще это неприятное дело, да, когда гибнут люди, когда гибнут мирные жители, гибнут дети. Тем более городские бои, когда мирное население подвергается наибольшему риску. Нет никаких сомнений, что огромному риску подвергается гражданское население, когда идут ракетные удары. Тоже, конечно. Но городские бои, бои уличные, это когда люди не могут выйти в магазин, потому что магазины практически не работают, нет возможности, даже нет доступа к питьевой воде, нет доступа к лекарствам, нет доступа к получению поддержки как медицинской, нет вообще никаких условий человеческих вообще. Конечно, людям в тех городах, в которых идут бои, не то что не позавидуешь, но и можно только искренне посочувствовать. По остальной линии фронта там практически все без перемен. Немножко на юге продвинулись украинские войска, где-то на 5-10 километров в Херсонской области. По всей остальной линии фронта идут позиционные бои. Позиционные бои тоже, кажется, такая немножко затяжная вещь, но надо помнить, что даже в позиционных боях гибнут люди, и гибнет немало людей. С той и с другой стороны гибнут мирные жители прежде всего. И это, казалось бы, такая немножко тягучая фаза позиционных боев. Она тоже несет в себе огромную опасность и для мирного населения прежде всего. Как будут развиваться события по перспективам? Ждут украинские войска, пока будут поставки американского оружия. Европа пообещала еще дополнительно поставить тяжелое вооружение. Когда все это будет в том количестве, которое может повлиять на позиции украинских войск и российских на поле боя, когда это может переломить ситуацию, пока не очень понятно. Затягивает поставки вооружений Германия, практически вообще отказавшись от первоначальных планов. Сначала они объявили довольно большой список поставок вооружений. И сейчас уже ясно видно, что не собираются придерживаться своих обещаний германское правительство и будут всячески лавировать, чтобы не выполнять данное обещание. Франция, несмотря на то, что склоняется к таким же позициям, как и Германия, все равно выделяет оружие. Там пообещали выделить еще гаубицы, Цезарь и еще какие-то вооружения. Наиболее активно выделяют вооружение Восточная Европа. Словакия, Польша, Чехия. Те страны, конечно, страны Прибалтики, несмотря на то, что у них у самих вооружений не густо, но все равно помогают, чем могут. Наиболее активно поступают в поддержку Украины, именно с реальной поддержкой, как раз те страны, которые понимают, что такое агрессия российская, чем она может обернуться для их стран. Германия склонна вести так называемый реалполитик. Реалполитик заключается в том, чтобы сдавать стратегические интересы Германии, Евросоюза в угоду тактическим интересам.
даже не тактическим, а сиюминутным. Как далеко Шольц может думать, на какой промежуток времени, у меня такое впечатление, что у него мышление, как у аквариумной рыбки. Он полностью перенял политику, которую вела канцлер Германии Ангела Меркель. Полностью, от начала и до конца. И в худших традициях, я бы даже сказал, Ангелы Меркель. В традициях ее предпоследнего и последнего года, пока она была лидером Германии. Это были не лучшие годы для Германии. Эти годы фактически привели к тому, что началась война, умиротворение агрессора. А Владимир Путин уже тогда вел себя агрессивно. Мы с вами помним, что войска на границу с Украиной Путин таскал. Давайте говорить более грубыми словами, да, потому что он не управляет войсками, он, вернее, не командует, он распоряжается. Поэтому таскал он войска над границей России и Украины на протяжении апреля-мая прошлого года. Тогда пугал. И немецкое правительство вело себя не лучшим образом, пытались идти на любые уступки, лишь бы не было войны. Есть такой старый анекдот, довольно пошлый. Пусть насилуют, лишь бы не били. Так вот, правительство Германии примерно так же себя и ведут. Гадко, конечно. Германия локомотив Евросоюза, Германия одна из ведущих экономик мировых и занимает позиции явно такие упаднические. Готовы прогнуться, готовы умиротворять агрессора, хотя опыт у них, исторический опыт, довольно большой. Все прекрасно помнят, что происходило с Германией во время и Первой, и Второй мировой войны. Так, давайте перейдем дальше. Дальше перейдем к... давайте вспомним, что сегодня 1 июня, это День защиты детей. Как это не банально звучит, но дети это наше все. Дети это действительно самая уязвимая часть населения, самая беззащитная. Детей действительно надо защищать, права детей надо бороться и защищать их. Потому что все, что мы делаем, все без исключения, что мы делаем ради будущего наших детей и внуков. И надо сохранить наших детей и внуков для того, чтобы будущее у них было прекрасно. Хотя президент России Владимир Путин делает все, чтобы этого будущего не было вообще. Так, теперь перейдем к обсуждению новостей. Талибы 2.0. Талибы опять взялись за старое. Мы уже рассказывали о том, что талибы имеют договоренность с российским руководством. Вроде бы уже договорились. Договоренность составила $3 миллиарда. Это и деньги, это и товары, это и энергоносители. Именно такую сумму российское руководство пообещало талибам в обмен на отказ от планов нападения талибами на Таджикистан и захвата территории Таджикистана. Трудно переоценить последствия нападения талибов на Таджикистан, если бы это случилось. Во-первых, это, безусловно, конец АДКБ, потому что Россия обязана была бы вмешаться в этом случае. Если бы Россия не вмешалась, АДКБ моментально развалилась бы, а вмешаться Россия полноценно не может, потому что практически все боеспособные войска и вооружения переброшены в Украину и выполняют там приказы Владимира Путина. Нет возможности оттянуть даже часть войск на таджикское направление. Нет такой возможности вообще. Талибы, безусловно, одержали бы победу, захватив территории, и тем самым нанесли бы крупнейшее поражение не только для Таджикистана, но и для России в политическом смысле. Развал АДКБ, неспособность России защитить своих ближайших союзников, это было бы катастрофа для внешней политики России, да и вообще удар по имиджу для страны, как страны, которая обеспечивает своим протеже, давайте это называть прямо, протеже, безопасность, да, зонтик России не стоил бы больше ничего.
Он и так в последнее время в связи с войной, в связи с невозможностью завершить в кратчайшие сроки победоносно эту войну, которую Путин позорно называет специальной операцией. Все увидели так называемую мощь российской армии. Путин фактически опозорил российскую армию. Он довел ее, сначала он ее довел до состояния, когда эта армия не боеспособна практически. Довел ее до состояния, когда не в состоянии, извиняюсь, тавтология немножко, да, не в состоянии российские войска решать те боевые задачи, которые ставит им российское руководство, по крайней мере в те сроки и те объемы. И Путин, конечно, это позор России и опозорил российскую армию. Так вот, талибы якобы уже отказались от планов, даже были приглашены на Международный Петербургский экономический форум. Но вот талибы внезапно передумали, им показалось мало 3 миллиарда, они хотят еще 2 миллиарда. И выхода у российского руководства практически нет. Будут, конечно, торговаться, будут какие-то уступки искать. Но уже понятно, что если талибы увидели слабину, они будут давить на эти места, на слабые, и будут пытаться прогнуть российское руководство на максимально низкий уровень, опустив его на дно, на самое дно. Террористы шантажируют российское руководство. Прекрасно. Дошли как раз до того уровня, когда полный кошмар управленческий. Так, давайте дальше. Дальше вообще интересная ситуация. Предложение Кириенко Владимиру Путину. Я напомню, что Кириенко — это первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации. Кириенко — это один из тех людей, которые влияют на настроение президента России Владимира Путина, который влияет на решения президента России Владимира Путина, которые он принимает. И это один из тех людей, которые имеют прямой доступ к президенту, по крайней мере, еще до недавно имел, но вот опять вроде бы дал ему возможность президент России опять общаться с собой. И Кириенко восстанавливает свои позиции. Так вот, что же предложил Сергей Владиленович Кириенко? А предложил он следующее. Те территории Украины, которые уже захвачены, там восстановить власть бывшего президента Украины, которого Путин считает до сих пор президентом. Он считает то, что произошло в Украине в 2014 году, это переворот. Глупость, конечно, полнейшая, но он считает, как считает. И предлагает Кириенко восстановить на этих территориях власть Януковича, назвав эти регионы Украиной и признав их за тем украинским руководством, фактически признав их Украиной во главе с Януковичем. При этом вести освободительную войну. Но перед этим Янукович, Путин и Лукашенко должны встретиться, неважно где, это такая Беловежская пуща-2, и заключить союзный договор о том, что все три страны объединяются в одну. Безусловно, это должна быть Россия. Фактически, как бы это название впоследствии не звучало, союз суверенных государств или еще как-то. Там варьируются названия, не суть важно. Но важно, что Путин становится в главы союзного государства, усеченного варианта Советского Союза, и воюет уже за свои территории, за территории своей страны. Я имею в виду в Украине. Это, конечно, чистый фарс, чистейшая фикция, абсолютно невозможно это все привести в жизнь. Если это будет реализовано, это будет курам насмех, что называется, не рассмешат весь мир и ничего абсолютно не добьются. Это будет позор, от которого потом отмыться. Уже после этой войны отмыться от этого позора будет довольно сложно. А если будут поползновения в реализации этого плана, который на сегодняшний день абсолютно сырой, нет ни одной реальной возможности, по крайней мере, четко прорисовано для выполнения этого плана. Это, конечно, будет позорище. Если война — это позор такой военный, то это будет позор не просто политический, а будет просто сплошной кошмар с абсолютно неправовых решений и чистейший фарс, который прекрасно понимает и осознает весь мир. Так.
по этому поводу даже обсуждать пока больше не будем, потому что довольно смешно. По перспективам замены руководства российской, я имею в виду по перспективам замены министров, по перспективам замены глав служб, чиновников, прекрасная идея у Владимира Путина появилась. Он увидел замечательный пример, когда он отстранил Шойгу и Герасимова. При этом они не выполняют свои функции, они просто номинально находятся на своих местах. Вот вам и замечательное решение для замены любого министра, любого чиновника. Теперь не обязательно увольнять его официально. Теперь просто отстраняют. Человек сидит, торгует своим лицом, что называется, абсолютно ничего не делает. Реально власть переходит под серого преемника, да, под теневого преемника, давайте это так назовем. Причем этот преемник может быть групповым, это может быть целая группа лиц, когда перераспределяют функции одного человека между несколькими. Как произошло, например, в случае Шойгу и Герасимова. Там нет одного четко поставленного преемника, просто функции главы выполняют полностью, все функции главы выполняют его заместители, а глава ничего не предпринимает, ничем не руководит в реальной жизни. Шойгу присутствует на официальных мероприятиях, даже присутствует на совещаниях Совета Безопасности, абсолютно ничего не решая, он находится в глубокой опале, несмотря на то, что позиция Путина по отношению к Шойгу в последнее время все-таки немножко изменилась и немножко смягчилась. Тем не менее, нет и речи о том, чтобы Шойгу восстановил свои позиции при дворе царя Владимира Путина. То же самое с Герасимовым. Герасимов в глубокой опале, с Герасимовым даже еще более сложная ситуация. Там с Герасимовым вообще в последнее время Путин не общается, и Герасимов, как нам рассказывают, очень переживает. Ну, даже не суть важно, я говорю о том, что сейчас замечательные перспективы у Путина. Впереди ряд решений, которыми он зреет, по крайней мере, обсуждая со своим ближайшим окружением эти решения. Он склоняется к мысли, что, скорее всего, так и будет. И когда он будет менять глав ведомств, перераспределяя их полномочия между другими людьми, либо какому-то одному теневому преемнику передавая, при этом человек остается на своем месте и лишь номинально на посту. Поэтому впереди такая замена главы МВД, судя по всему, потому что это обсуждается наиболее часто, Владимира Колокольцева и директора ФСБ Александра Бортникова. Посмотрим, насколько быстро Путин решится на такие шаги. Ну, видимо, довольно быстро, потому что решения на виду, решения явные, и очень нравятся, судя по разговорам Путина с окружением, ему эти решения. Я думаю, вы все прекрасно помните, как манипулировали Путиным чиновники, когда сливали про себя информацию и друг про друга в прессу, не давая таким образом осуществить отставку или назначение, наоборот. И любые отставки любого практически чиновника топ-уровня в России — это были целые спецоперации. Когда Путин втайне, практически никого не посвящая, всего за несколько часов объявлял о своем решении, это было потрясающе. Так вот, сейчас все намного проще, он увидел перспективы, можно без официального объявления делать все, что ты хочешь. Я имею в виду отстранять, назначать и так далее и тому подобное. Так, давайте на этом, наверное, пока все. Мы с вами обязательно увидимся, услышимся уже в эту пятницу, 3 июня. А сегодня я говорю вам большое спасибо, что были со мной. Если есть возможность нас поддержать, поставьте лайк к этому видео. В описании к этому ролику есть подписка на наш Patreon. И если есть желание и возможность помочь нам, подписывайтесь. Там несложный алгоритм. Есть возможность спонсировать наш YouTube канал, если вы смотрите его у нас на канале Генерал СВР, этот ролик. И есть наши криптовалютные кошельки в описании к этому ролику. Все, большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне.
Всего доброго, до свидания.